Президент России Владимир Путин подписал закон, который не позволит иностранным автопроизводителям вернуться на российский рынок. Теперь зарубежные компании при определенных условиях смогут лишиться права на обратный выкуп ранее проданных предприятий и долей в российских организациях. Для автомобильной отрасли вопрос особенно важен. После ухода из России несколько крупных производителей продали свои активы, но сохранили опционы, позволяющие через несколько лет вернуть предприятие на заранее согласованных условиях. Такие права до сих пор есть у 4 автопроизводителей – Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford. Однако после вступления нового закона наличие опциона уже не гарантирует, что воспользоваться им действительно получится. Новые правила распространяются на сделки с иностранными инвесторами, заключенные после 22 февраля 2022 года. Именно в последующие месяцы начался массовый уход зарубежных автомобильных компаний из России. Заводы и доли в совместных предприятиях продавались российским собственникам и государству, причем некоторые сделки предусматривали возможность обратного выкупа. Теперь исполнение таких договоренностей при определенных обстоятельствах можно будет оспорить. Для этого покупатель российского актива либо профильное министерство с согласия правительственной комиссии сможет обратиться в арбитражный суд Московской области. Причем сделать это можно даже в том случае, если иностранная компания еще не заявляла о желании воспользоваться своим опционом. Закон предусматривает сразу несколько оснований, позволяющих прекратить право бывшего собственника на обратный выкуп. Часть из них связана с действиями самой иностранной компании. Среди оснований упоминаются, например, публичные заявления о прекращении или приостановке деятельности в России, а также дискредитация российской армии. Есть и чисто экономические критерии. Одним из оснований может стать цена первоначальной сделки, если она отклонялась от рыночной стоимости минимум на 25%. Кроме того, суд сможет учитывать инвестиции, которые новый российский собственник вложил в приобретенный актив после ухода иностранной компании. Это принципиальный момент. За прошедшие несколько лет некоторые бывшие предприятия иностранных автопроизводителей получили новых владельцев, оборудование, производственные программы и инвестиции. Поэтому просто вернуть завод по условиям, согласованным еще в 2022-2023 годах, теперь невозможно. Один из самых известных примеров – Renault. В 2022 году французская компания передала государственному ВГУП НАМИ свою долю в АвтоВАЗе и завод в Москве. При этом за Renault сохранили возможность обратного выкупа в течение 6 лет, то есть до 2028 года. Формально опцион продолжает существовать. Однако новый закон позволяет создать юридический механизм для отказа в его исполнении. Поэтому возвращение Renault в прежнем формате становится невозможным. Если компания когда-нибудь решит снова получить контроль над своими бывшими российскими активами, одного старого соглашения для этого может оказаться недостаточно. Nissan покидал российский рынок по похожей схеме. Японский производитель передал НАМИ предприятие в Санкт-Петербурге и маркетинговый центр в Москве, также сохранив возможность обратного выкупа активов в течение 6 лет. Но завод за это время уже начал жить другой жизнью. И новый закон позволяет учитывать изменения, произошедшие с предприятием после ухода первоначального собственника, в том числе вложения нового владельца. Поэтому возможность возвращения Nissan также становится далеко не автоматической. Mercedes-Benz при уходе из России продал свой завод в Есипово группе «Автодом». В соглашении также предусматривался опцион обратного выкупа сроком на 6 лет. Изначально подобный механизм оставлял производителю своеобразную дверь открытой. Если ситуация изменится, компания теоретически сможет вернуться и восстановить контроль над прежними активами. Теперь эта дверь может оказаться закрыта решением суда. Еще одна компания, сохранившая возможность возвращения, Ford. Американский производитель имеет право до 2027 года обратно выкупить свою долю 49% в совместном предприятии Solers. И эта договоренность также потенциально подпадает под новые правила. Получается, что закон касается сразу нескольких крупнейших сделок, которые заключались во время массового ухода западных автомобильных компаний из России.
Полностью без компенсации бывший владелец останется не во всех случаях. Закон предусматривает возможность получения выплаты после прекращения права на обратный выкуп. Иностранный инвестор сможет потребовать компенсацию в течение 1 года. Однако здесь тоже предусмотрены ограничения. В частности, возможность выплаты зависит от отсутствия в отношении инвестора дела о причастии к финансированию терроризма и экстремизма. Конкретный размер компенсации будет определять суд. То есть автоматического возврата суммы, которую иностранная компания рассчитывала получить или вложить при реализации опциона, закон также не предусматривает. Значит ли это, что Renault, Nissan и Mercedes-Benz больше никогда не вернутся? Новый закон сам по себе не устанавливает полного запрета на возвращение иностранных автомобильных компаний в Россию. Речь идет именно о возможности лишить бывшего собственника права воспользоваться ранее заключенным опционом на старых условиях. Это важное различие. Теоретически иностранный производитель в будущем сможет вернуться на российский рынок другим способом. Например, заключить новую сделку, купив актив по актуальной рыночной стоимости, или создать новое предприятие. Но схема, при которой компания несколько лет назад продала завод, сохранила опцион, а затем просто забрала предприятие обратно на заранее оговоренных условиях, теперь не сработает. Еще в 2024 году первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что ушедшим автомобильным компаниям будет сложно вернуться в Россию даже при наличии соответствующих опционов. В 2025 году он назвал еще одно возможное условие возвращения иностранных производителей – их содействие снятию санкций с России. При этом, по информации российского Минфина, заявок от иностранного бизнеса, желающего вернуться, не поступало. Теперь к политическим и экономическим факторам добавился еще и новый законодательный механизм. Итак, что в итоге изменилось? Главное изменение заключается в том, что опцион на обратный выкуп больше нельзя воспринимать как гарантированный билет обратно на российский рынок. Даже если в договоре прописано право вернуть предприятие до определенной даты, российский собственник при наличии предусмотренных законом оснований сможет попытаться прекратить это право через суд. Особенно заметным последствием могут оказаться для Renault, Nissan, Mercedes и Ford, поскольку именно эти компании сохранили возможность обратного выкупа российских активов. Вернуться в Россию им по-прежнему теоретически никто не запрещает. Но вернуть старые заводы и доли на условиях сделок 2022-2023 годов теперь будет невозможно. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео было полезным.